Здравствуйте, друзья! Загадочная платформа в Мексике. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Археологи нашли пока самый древний и крупный странный объект индейцев майя, проводя раскопки на берегах реки Сан-Педро на границе между Мексикой и Гватемалой. Возраст постройки более 3000 лет. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature. Находка была сделана на плато Агуада-Феникс, недалеко от северо-западной границы с Гватемалой. Огромный объект тысячелетиями скрывался под поверхностью земли. Удивительно, но найден он был не в безлюдном месте, а в густонаселенном районе. Тем не менее, о нем никто не знал. Анализируя низкокачественные снимки этой местности, полученные властями Мексики с помощью лазерных радаров, мы заметили огромную платформу. Более детально просканировав эту территорию, мы нашли под почвой следы огромного здания, которое оставалось невидимым для местных жителей из-за его монументальных размеров и плоской формы, рассказал один из авторов исследования, археолог из Университета Аризоны Такеши Инамата. Отправившись в экспедицию в этот район, Инамата и его коллеги обнаружили здесь огромную платформу, сложенную из глины и камней. Ее длина составляла около 1400 метров, ширина 400 метров, а высота около 10-15 метров. Ученые нашли там множество артефактов, в том числе глиняной посуды, которая указывала на связь ее строителей с первыми племенами майя. Эта глиняная структура была соединена с внешним миром 9 широкими дорогами и была повернута таким образом, что ее противоположные концы смотрели на те точки, где солнце восходит в день летнего и зимнего солнцестояния, если смотреть на платформу с пирамиды или кургана, который находится в нескольких сотнях метров к западу от нее. В 2017 году этот объект был замечен на снимках, которые ученые сделали с воздуха. Затем были проведены полевые работы. Ученые использовали технологию лидара, позволяющую просвечивать Землю. Полученные данные позволили воссоздать трехмерную модель этого города, размеры которого просто поражают. Главным объектом, несомненно, была странная надземная платформа, абсолютно плоская. Со временем она ушла под землю, поэтому никто не догадывался о ее существовании. Она возвышается над землей на 15 метров. Ее длина превышает 1,4 километра, а ширина составляет почти 400 метров. С воздуха она напоминает взлетно-посадочную полосу, окруженную инфраструктурой. От платформы к другим более мелким объектам вокруг тянутся 9 широких дорог. В ходе раскопок исследователи отобрали для лабораторного анализа 69 образцов. Радиоуглеродное датирование помогло установить, что этот город был построен между 1000 и 800 годами до нашей эры. Это делает его одним из древнейших объектов майя. До сих пор самым древним церемониальным объектом этой цивилизации считался памятник в Сейбеле, датированный примерно 950 годом до нашей эры. Но если по возрасту с найденным городом какие-то памятники еще могут поспорить, то по размерам равных ему нет. Обнаруженная надземная платформа является крупнейшим объектом доиспанской эпохи, когда-либо найденным в Мезоамерике. Он намного превосходит комплексы из пирамид и дворцов более поздних периодов. Это открытие проливает новый свет на историю майя. Подобные структуры, хотя и менее крупных размеров, достаточно часто встречаются в поселениях майя. Однако эта постройка, которую ученые назвали Агуада-Феникс, оказалась самой древней из всех известных религиозных монументов майя. Ее возраст, как показывает радиоуглеродный анализ местной керамики и других артефактов, составляет от 2800 до 3000 лет. Что интересно, на территории этого загадочного комплекса ученые не нашли гигантских статуй правителей или воинов, которые обычно есть в других памятниках культуры майя и олмеков, их предположительных предшественников. Как считают археологи, это говорит о том, что к 1000 году до нашей эры имущественное неравенство и иерархия власти еще не успели сложиться в цивилизации майя. То есть люди были чисты и равны. С другой стороны, сам факт существования этого монумента, на возведение которого нужно было примерно 13 миллионов человека-дней, говорит о том, что появление государства и неравенства не было главной движущей силой в формировании культуры и религии майя, как раньше считали многие историки.
Не меньше дискуссий вызывает вопрос происхождения этой древнеиндейской цивилизации. По текущим представлениям ученых, первые города майя появились примерно в 1200-1000 годах до нашей эры, однако точная дата их появления, как и время появления первых крупных храмов и прочих постоянных построек, пока неизвестна. До сих пор считалось, что эта цивилизация развивалась постепенно. Небольшие деревни майя начали появляться между 1000 и 350 годами до нашей эры. Тогда же постепенное развитие получили использование керамики и выращивание кукурузы. Но столь древнее и монументальное сооружение говорит о том, что майя уже 3000 лет назад были достаточно развиты. Цивилизация индейцев майя существовала на полуострове Юкатан несколько тысячелетий. Примерно в IX веке нашей эры жители покинули большинство городов-государств майя. Ученые до сих пор спорят о том, почему это произошло. Лично мое мнение, это вызвало падение гигантского астероида на Юкатан. Многие исследователи предполагают, что причиной стала серия очень продолжительных засух и других климатических факторов. В пользу этого говорят крупные водохранилища и системы каналов, открытые в 2012 году на территории Тикаля, одного из крупнейших городов индейцев. Ученые отмечают, что несмотря на то, что комплекс Агуада-Феникс похож на древний ольмекский центр Сан-Лоренсо в мексиканском штате Веракрус, в нем отсутствуют колоссальные каменные скульптуры, головы и престолы, связанные с правителями и представителями элиты, характерные для сооружений ольмеков. Всегда были споры о том, связана ли цивилизация майя с ольмеками, или она развивалась самостоятельно, объясняет Инамата. А наше исследование относится к ключевому периоду между ними. В более позднее время существовали мощные правители и административные системы, заставлявшие людей выполнять работу. Но этот комплекс построен намного раньше, и мы не видим свидетельств присутствия могущественной элиты. Мы думаем, что это больше результат совместной работы. По мнению авторов, обширная плата, огражденная большими дамбами, предполагает, что церемониальный комплекс был построен коллективно и для использования многими людьми. И это совершенно новое знание о социальных отношениях в Мезоамерике в переходный период между упадком Сан-Лоренсо и подъемом еще одного центра ольмеков – Ла-Вента, на фоне которого развивалась молодая цивилизация майя. В дальнейшем ученые планируют продолжить работы в районе Агуада-Феникс и надеются с помощью лидера найти остатки жилых построек. Для чего же была построена такая огромная платформа? А что, если это сооружение является частью внеземного космодрома, на который садились космические корабли инопланетной цивилизации, зародившие жизнь на нашей планете? Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.